Германия — это высокотехнологическая страна, которая просто обожает наличку. Ты заходишь в маленькое кафе, достаешь карту, и тебе только наличными. И ты в шоке. Как так? Причина простая. Здесь долго держались за конфиденциальность и безопасность. Люди привыкли контролировать свои расходы физически. Кэш в кошельке, значит, ты точно знаешь, сколько потратил. Ну и плюс маленьким бизнесам выгоднее наличка. Но постепенно все меняется. Сейчас карты принимают чаще. Но если ты живешь в Германии, всегда имей немного налички про запас. Каждый раз, когда я говорю, что я из Украины, реакция почти одинаковая. Немцы всегда сначала очень внимательно слушают. Потом говорят что-то вроде «Все ли у вас хорошо?». Многие сразу предлагают помощь, даже просто моральную. Кто-то рассказывает, что у него знакомые приняли украинцев. Кто-то говорит, что молится за мир. Нет давления, нет лишних вопросов, просто уважение. И это очень ощущается. Иногда одна фраза в магазине может сделать твой день теплее. Как выглядит жизнь в лагере для беженцев? Коротко и честно. Это не отель, но и не кошмар. Ты живешь в комнате с несколькими людьми. Бывает общая кухня, душевая, прачечная. Иногда шумно, иногда тихо, как в общежитии. Самое сложное — постоянная неизвестность. Куда дальше? Когда переезд? Какие документы? Безопасность, питание, медпомощь. Медпомощь, блядь. И поддержка работников лагеря. А главное, ты встречаешь людей, которые прошли тот же путь. И это дает тебе силы. Жизнь продолжается, даже если начинается заново. В Германии даже растения могут быть дружелюбными, особенно к пчелам. В магазинах, на улицах, на упаковке растений можно увидеть специальные метки. Это значит, что растения полезны для пчел, дает им нектар и помогает экологии. Немцы реально заботятся о пчелах, как о главных работниках нашей планеты. У них даже есть программы для посадки пчелиных цветов. Я думаю, у нас тоже есть липы, сады, просто никто не пишет «пчеле нравится». А здесь это целая культура, маленькие шаги, но с большим смыслом. Хочешь удивить немца? Просто скажи ему, что ты пьешь чай с лимоном. Для нас это классика. Заболел — чай с лимоном. Для немцев это почти экзотика. Многие добавляют в чай мед, сахар, но не лимон. Они скажут, что лимон делает чай слишком кислым и портит вкус. Когда я попросила лимон в чай в кафе, на меня посмотрели так, как будто я попросила борщ с бананом. Но потом мне объяснили, это просто культурная привычка. В Украине чай согревает, в Германии это больше как ароматный напиток без ритуала. Интересно, как маленькие традиции раскрывают разные страны. В Германии можно увидеть велосипед за 3000 евро, и это нормально. Когда я узнала цену первого немецкого велосипеда, я подумала, это шутка. Но нет, здесь велосипед может стоить дороже, чем подержанная машина. Почему? Потому что здесь велосипед не просто транспорт, а целая философия. Люди катаются на работу, в магазин, к друзьям. Есть электровелосипеды, грузовые велосипеды для детей и для собак. И самое удивительное, на них реально ездят зимой. Велосипед здесь — это статус, забота про здоровье и идеология экологии. И знаешь, это заразительно. Хочется тоже пересесть на 2 колеса. В Германии мусор — это почти как экзамен. Провалишь — и становится стыдно. Пластик туда, бумага сюда, стекло по цветам. И главное — бутылки. Бутылки — это святое. Ты возвращаешь их в автомат, и автомат платит тебе деньги. Первые пару раз я чувствовала себя как в казино. Первые пару раз я чувствовала себя как в казино. Только выигрыш гарантирован. Немцы говорят, ты не мусор выбрасываешь, ты ресурсы возвращаешь. И реально начинаешь относиться ко всему внимательней. Это как экологическая дисциплина, но без давления, просто привычка. 20:00 и все. Германия ложится спать вместе с магазинами. В Украине у тебя всегда есть шанс купить молоко в 23:55. В Германии только если ты пророк. Здесь магазины закрываются рано. Воскресенье вообще выходной. Сначала я злилась. Как так? Люди же живут. А потом поняла, они действительно живут. После работы гуляют, отдыхают, занимаются семьей. И никто не бегает по супермаркетам в 10 вечера. Так что если хочешь жить по-немецки, планируй покупки заранее и будь спокоен. В
В Германии яблоки валяются под ногами, и никто их не трогает. Когда я впервые увидела яблоню возле дома, мои рецепторы счастья включились. Думаю, о, компот, пирог или варенье. А потом смотрю, яблоки падают, гниют, и никому вообще не интересно. Немцы считают, что это природа, и пусть она сама распоряжается своими яблоками. Некоторые даже специально оставляют фрукты, чтобы птицы и животные кормились. Если ты подберешь, никто не скажет и плохого слова, но сами они этим не занимаются. И это странно приятно. Людям важнее баланс с природой, чем лишний килограмм яблок. Ты когда-нибудь видел дорожный знак, который улыбается? В Германии легко. Едешь по дороге, превышаешь скорость, и тебе прямо на табло появляется красный грустный смайлик. Сбрасываешь скорость, он меняется на зеленый, улыбающийся. Как будто сама Германия тебе говорит «Данки щон», что ты едешь аккуратно. Это сделано, чтобы ты чувствовал ответственность, а не страх от штрафов. И честно, это работает. Мне один раз улыбнулся, и я всю дорогу ехала идеально. Хотите дисциплинированных водителей? Дайте им смайлик. Оставайтесь с нами. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Если было интересно, ставь лайк. Пиши в комментарии. Всем пока!